Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вдруг с Марусей обнаружили, что следующий выпуск, который мы монтируем, будет совершенно особенным. Совершенно особенным, потому что он 100-й по счету. Вообще представить себе это совершенно невозможно. Мы начали 31 августа 2021 года. Тогда нас смотрели «Мама, папа и собака». И первый выпуск, в общем, посмотрело какое-то 56, что ли, человек. Вот. Но мы решили начать этот проект не только экскурсионный, да, помимо всего прочего, я вожу экскурсии по Москве, для того, чтобы вовлечь в эту нашу мощнейшую орбиту любви к Москве наших детей. Мы в какой-то момент, как раз 31 августа, вы понимаете, что накануне 1 сентября, это день освобождения для мам, дети наконец-то идут в школу, и мы решили попробовать снимать прогулки по Москве, которые, может быть, в первую очередь заинтересуют наших детей-подростков. Не могу вам сказать, что мы добились грандиозного успеха, но в конце концов дети же наши когда-то повзрослеют. И вот Маруся тогда произнесла фразу, которая наполнила меня энтузиазмом, который не иссякает до сих пор. Она говорит: ты понимаешь, все же исчезнет, что мы делали, нужное и ненужное. А вот эти видео в каком-то варианте, в каком-то виде точно совершенно останутся. И люди, которые через 50 лет захотят изучить историю Москвы, они вдруг на каком-то уже неведомом нам цифровом носителе все это включат и будут улыбаться, как мы сегодня с Марусей рано утром, рассматривая совершенно изменившийся город. Ну хорошо, через 50 лет, может быть, нет, а вот через 150 это будет документ эпохи. И вот этот документ эпохи, мы, конечно, шутим, мы сегодня открыли. И вот это вот, давайте знакомиться. У нас не было микрофона, я оделась в самое нарядное, что у меня было, какие-то нахлобучила на себя бусы, и пошла в собственный подъезд для того, чтобы поделиться радостью о том, как здорово жить в старинном доходном доме, показала расчистки потолка, которые только тогда, благодаря общим усилиям, мы сделали. Ну и дальше была такая история, которую мы просто падали сегодня под стол, даже начало не могу вам показать, потому что очень я в смешном виде начинаю, но обратите внимание, видео мы снимаем еще вертикальные. Мы только через некоторое время поняли, что YouTube это горизонтальная платформа, и мы идем, представляем себе маршрут дореволюционный девушки Нины, да, мы придумали, где она живет, идем в доходный дом и так далее, и так далее. Ну, такая была какая-то, на самом деле, очень симпатичная история, как мы, ну, почти 4 года спустя уже вспоминаем, хотя смеялись мы сегодня с Марусей очень много. Потом опять третье видео, оно тоже еще вертикальное. Мы идем на блошиный рынок в музей Москвы, который, соответственно, там продолжается. И вот в декабре у меня будут туда 2 экскурсии. Как забавно это смотреть, и как прекрасно то лицо, которое сегодня вам вещает. 4 года из жизни женщины, второй половины жизни. В общем-то, большой срок, как я поняла, рассматривая эти видео. Ну и дальше мы пошли на Таганку, переулками Таганки. И здесь мы уже начинаем снимать видео горизонтальное. Я стараюсь быть как хороший экскурсовод, последовательный и так далее. Но вот таких видео на нашем YouTube-канале невозможно в это поверить, но их сейчас 100 штук, точнее 100 штук будет сегодня. Это, как правило, прогулки по Москве, это наша любимая рубрика. Мы ходим в гости к замечательным людям. То есть, видите, мы уже фактически как тщательные ютуберы, это слово, которое только-только пришло в нашу жизнь, когда мы в городе Стамбуле снимали видео для нашего закрытого канала. У нас есть закрытый канал в Телеграме и в Бусти, там за подписку можно видеть больше нашего творчества. Но вот когда мы снимали там в книжном магазине, человек сказал: вы ютуберы, мы с Марусей вздрогнули,
Потом мы попросили снимать еще в другом месте. Опять на турецком звучит особенно смешно. Вы ютуберы. Мы посмотрели, ну, Маруся значительно моложе меня все-таки. Но вот мы представили себя такие две престарелые ютуберши. Мы же не собираемся это бросать. В общем, ютуберши, ютуберы, да, это слово вошло в нашу жизнь. Буквально вчера на экскурсии приехала чудная, совершенно интеллигентнейшая пара из Перми. Я сразу как-то обратила на них внимание. Они с улыбкой, она не сходила с их лица. Все 2 часа слушали меня, пока я шла по Трубниковскому, по Поварской. И в конце подошла она ко мне и сказала: можно ли мне с вами сфотографироваться? Мы ваши ютуберы. Тут я просто начала смеяться так. Я говорю: вы меня, ради бога, простите. Мы, снимая эти прогулки, ну никак не зачисляли себя в эту касту людей, которым обязательно должно быть 16-18 лет, ну как мы представляем себе. Ну, в общем, ютуберы из Перми тоже приезжают для того, чтобы увидеться вживую. Но если говорить серьезно, мы сами не понимаем, как мы все это осилили. И если да, это такой поток сознания, естественно, есть неточности, естественно, есть какие-то ошибки, которые я сейчас уже вижу, которые хотелось бы, как сказать, вырубить топором. Вот. Но мы все-таки надеемся на то, что основная канва повествования, да, она близка к исторической правде. Но если я просто рассказываю, то Маруся героически все это снимает. Вот сейчас она опять снимает, дальше она скажет: ой, опустит руки вниз, и я уже жду этого момента. Дальше она сидит, вырезает мои причмокивания, да, какие-то тоже несуразности, которые я произношу. И, конечно, эти 100 фильмов – это памятник и пьедестал, на который я, например, сегодня ее воздвигну. И, ну, опять же таки, раз уж мы ютуберы, я вам напоминаю, что в описании к этому видео есть карточка сбербанковская Маруси, куда только ей вы можете отправить свою любовь за то, как она все это режет, снимает, гениально накладывает видео. Мы, конечно, ждем пальмовые ветви, да, или льва, какой уж он там, я забыла. Вот, потому что это огромная работа, которая занимает огромное, действительно огромное количество времени. Ну и результат, я Марусю все время пытаюсь приободрить, потому что она говорит: ну все, я больше не могу. Результат — эти 100 видео, Маруся, которые останутся после нас. И сегодняшний сюжет совершенно особенный. Мы не были в отпуске, ну, примерно равное количество времени. И тут в замечательной компании всегда есть человек, который должен сподвигнуть тебя, точнее, на этот подвиг. В наше время закрытых границ, сложности получения виз, евро, который стоит космически дорого, но мы оказались в Венеции. Честно вам скажу, это была мечта моей жизни. Я, наверное, уже нет того города, хотя в Китае я еще не была, да, ну, шучу. Но Венеция была мечтой всей моей жизни. Я, конечно, читала все, что было написано. И вдруг, да, мы оказались в этом чудесном городе целых 3 дня. Вот. И мы дали себе слово, что мы ничего не будем снимать. Ну, конечно, приехав туда, мы сняли зарисовки для нашего закрытого канала в Бусти и в Телеграме. Отдельно эту аудиторию мы тоже сегодня хотим поблагодарить, потому что благодаря их поддержке, благодаря их подписке, а вы можете примкнуть, да, к этим удивительным людям, мы, конечно, в том числе оказались в Венеции, потому что эти средства мы откладываем именно на путешествия, и опять на эти средства мы 2 года откладывали деньги. Мы в конце года купим Марусе новый гаджет, мы снимаем все на телефон, и надеемся, наши видео будут еще более в техническом смысле совершенные. И вот эти зарисовки для закрытых каналов мы
вся аудитория уже все посмотрела. Мы решили немножко порезать и представить сегодня вашему вниманию, потому что парадоксальность нашего YouTube, да, в том, что он развивается, и 100-й выпуск, он, конечно, где-то там за кадром пронизан любовью к нашей драгоценной Москве, но все-таки Венеция, которая так важна для русской поэзии, которая так важна для русской культуры, как это ни странно, станет героем сегодняшней прогулки. Мы еще раз от всей души благодарим. Нас вдруг стало 52 тысячи, ну почти 52. Маруся внимательно следит за этими цифрами. Последний сюжет, где мы в гостях, набрал более 150 тысяч просмотров. Если вдруг вы хотите пригласить нас к себе в гости или в какой-то музей, или у вас есть какое-то предложение, мы с удовольствием приедем к вам в гости. Там внизу есть рабочий номер. Маруся вам ответит. Если вдруг вы представитель Яндекса, Туту, там что-то еще такое Маруся вчера нагуглила, и вы хотите стать спонсором, не побоюсь этого слова, наших путешествий, мы тоже готовы. Мы с большим удовольствием поедем в большой или маленький город, в нашей необъятной родине или за ее пределами. Но в конце концов мы же можем помечтать, потому что 4 года назад, когда нас посмотрело 50 человек, наша аудитория была исключительно наши друзья, знакомые и дети. Ну а сейчас вас 50 тысяч человек, а всего наше видео, эта статистика, она открыта, посмотрела, внимание, 4,2 миллиона человек. Это, конечно, не то, что районный центр, даже не город-миллионник, а это уже какая-то огромная планета, которая вращается вокруг интересов, которые близки нам. У нас довольно мало хейтеров. Вот, вначале мы как-то вздрагивали, вот, я начинала сразу же думать, что действительно мне не стоит выходить в цветных колготках, почему-то мои цветные колготки особенно занимали вот эту пристрастную аудиторию. Бывают замечания по существу, мы за них благодарны и стараемся исправиться, но те, кто хочет самовыразиться за наш счет, мы просим вас не беспокоиться, мы и вас тоже любим, мы тоже приглашаем посмотреть и надеемся, что наш 100-й выпуск вызовет у вас улыбку, и Венеция как реальность или Венеция как мечта принесет вам несколько приятных минут. Мы надеемся продолжать, надеемся на вашу лояльность, надеемся на вашу поддержку. Ну и я говорю, Марусь, давай выпьем шампанское. Она говорит, ты что, с ума сошла? Сейчас 10 утра. Ну, поэтому пить шампанское мы не будем, но от души благодарим и очень надеемся на продолжение. Если закрыть глаза, то мы находимся в Москве, но если их открыть, то мы находимся в Венеции и хотим сегодня пригласить вас на прогулку по этому удивительному городу. Мы нисколько не претендуем на звание знатоков Венеции, у меня это первая поездка в моей жизни. Венеция как сон, Венеция как мечта, естественно, сопровождала меня в стихах и во снах. И вот удивительным образом в эти сложные времена я здесь на несколько дней. Венеция – это, конечно, огромный корабль, причален
вышкаливший из Византийской империи, вскормленный Византийской империей, и от нее же, точнее от последствий ее распада, пострадавший. Видите, за моей спиной снуют туда-сюда маленькие и большие корабли, и воды Адриатики омывают ступени этих дворцов. Дворцов невиданное количество. И самое главное, что мне хотелось успеть сказать в этом вступлении, что эти дворцы стоят на величественных сваях. Этот город, построенный на болоте, город людей, бежавших от варваров, город пронизывают сваи, они уходят в глубину этих венецианских болот на 5, на 6, где-то на 7 метров, и у тебя не проходит ощущение, что ты находишься на палубе корабля. Тебя все время покачивает, даже если ты идешь по извилистым и узким венецианским улочкам. Нам страшно повезло, мы совершенно случайно оказались, как нам кажется, в лучшем месте для проживания в этом городе. Это дворец, хотя справедливости ради, дворец – это дворец Дожа, все остальное – это каза, поэтому приставка «к» к именам собственным – это и рассказ о венецианских дворцах, которые мы рассматривали, путешествуя на городском автобусе, который рассекает волны здесь, на Большом канале. Но посмотрите, как невероятно прекрасен фасад. Два значительных венецианца, которые набрали воздуха в рот, чтобы свистнуть, даже не знаю кому и зачем. И наш дворец имеет два входа. С правой стороны, можете себе представить, из аэропорта такси пришвартовалось, причалило к ступеням этого невероятного места. Два входа, вход с правой стороны и вход с левой стороны. И оба мы вам сейчас покажем. И предложим небольшую прогулку. Сегодня воскресенье, сегодня венецианский марафон, и город немножко сошел с ума, многое будет перекрыто. Наши пути будут встречаться с этими удивительными людьми, которые умудрились проложить маршруты своего марафона через венецианские улочки. То есть сегодня все будет еще более непредсказуемо, чем может быть в этом городе. Но мы попробуем вместе с вами дойти до собора Святого Марка, потому что в 1828 году мощи евангелиста Марка из Александрии были перевезены венецианскими купцами сюда, и теперь евангелист Марк осеняет своим присутствием этот город, сделав этот город третьей важной точкой паломничества. Рим, Сантьяго ди Компостела и Венеция. «Мир тебе и покой», читаем мы на раскрытой книге евангелиста Марка. Вот за этим миром и покоем в этом зыбком, абсолютно пришвартовавшемся к туманам и болотам городе мы сейчас попробуем прогуляться. И начнем с самого настоящего венецианского дворца. И вот здесь удивительным образом мы уже с вами видим абсолютно чистую, прозрачную воду, которая бьется о ступени нашего дворца. Можете себе представить, в принципе, я могу на эту воду ступить. Это удивительным образом заплывать в Венеции можно было абсолютно во все здания. Более того, храм, собор Святого Марка, самый заглавный собор этого города, там тоже в него заходил канал, и некоторое время в него можно было заплывать прямо внутрь, в этот парадный атриум, где уже начинаются византийские мозаики. Вот он, второй холл нашего дворца, Ка-де Куори. Надеюсь, что я правильно произношу на итальянский манер. Светильники, деревянные балки на потолках, причем деревянные балки расписаны, не знаю, насколько нам позволит свет, да, там небольшие такие вензелечки, какие-то цветочки. Вот опять решетки на окнах, это почти наши апартаменты, так называется жилье здесь. Деревянные двери, на которых висят замки, отсюда уже никто не выходит, значительный, да, такой портал.
И, конечно, опять полы. Видите, они совершенно другие. Видимо, эта часть более ранняя. Я предполагаю, что та была отреставрирована в середине XIX века. Здесь мне очень сложно, я ни разу не историк искусства, но мне кажется, что это конец XVIII века как минимум. Напомню, что главная перестройка дворца была в XVII веке. И тогда здесь появилось огромное количество символов. Видите, сердечко, которое и над ним такой значительный венецианец-мореплаватель, потому что действительно здесь была интересная история любви. Это был такой подарок этой любви, практически подарок на свадьбу. Посмотрите, чугунная решетка, и здесь мы впервые с вами встречаемся с главным символом Венеции – это лев. Почему лев? Потому что мы будем говорить с вами про Марка Евангелиста, и тот лев, крылатый лев, который венчает и колонны, и входы во дворцы. Крылатый лев – символ Венеции, это символ евангелиста Марка, который своим присутствием, помните, в 828 году осветил этот город. И обычно у венецианского льва перед ним лежит раскрытое Евангелие. И там фраза «Мир тебе и покой». И вот этот мир и покой, который принес сюда в том числе Марк Евангелист, мы удивительным образом сумели почувствовать. Двери разные, здесь тоже, видите, такое сердце сверху, причем красное, пламенеющее сердце в этом витраже. И сердце еще одно на просвет, уже не красное, а такого желтого цвета. Причем очень интересно, что сердца, помимо того, что да, это символ совершенно нам понятный, это еще и символ венецианских кожевенников. Вот. Но здесь у нас все-таки история любви. Каждый венецианский дворец устроен одинаково. Самая большая проблема для Венеции – это питьевая вода. С ней огромные проблемы. Для того, чтобы построить город на этом зыбком грунте, нужно было, как это ни странно, выгнать отсюда пресную воду. Пресная вода – это источник бактерий, источник инфекций, а все Средневековье, вы знаете, это самая страшная чума, холера и прочие инфекционные заболевания. И вот чтобы пустить сюда воды Адриатики, венецианцы сделали невозможное. Представить себе, каким образом изменили ход русла рек, был расширен, вырыт вот этот Гранд-канал, и устроены эти бесчисленные мостики, которые мы с вами сейчас увидим. Итак, здесь первоначально была пресная вода. Когда сюда пустили воды Адриатики, ее не стало. И поэтому по римской технологии, римляне все это отработали совершенно блестяще, были устроены колодцы. Внутри нашего растет райский сад, уже заглушены эти колодцы, хотя если посмотреть внутрь через эту чугунную решетку, мы с вами видим, что там есть вода, да? Небо, венецианское небо отражается в этом колодце. Ну и здесь же мы с вами видим небольшие такие элементы. Это как раз для сбора дождевой воды. Они в 4 углах, и это нам рассказывает о том, что внизу под нами находится огромная цистерна. Вода в Венеции драгоценность, воду раздают в определенные часы в определенных местах для людей бедных, ну а люди богатые как-то справляются сами. Вот такой внутренний двор, переходик с небольшим балконом, там еще одни апартаменты. И мы никогда не быв прежде в Венеции, мы удивительным образом выбрали вот такое удачное место проживания. У нас небольшая квартира, но месте совершенно великолепном. И вот почему. Сейчас я вас приглашу пройти сквозь небольшой коридор, который от причала приведет нас. Здесь такие пакистанские работники, невероятно чистоплотные и очень прилежные, очень вежливые. К ним можно обратиться, да, они там принесут тебе чистое полотенце или заберут грязную посуду. Вот. И hello, how are you?
Вот через такой переход мы попадаем в сад. На самом деле публичных садов в Венеции практически нет, они начинают появляться в австрийское время, и зато огромное количество садов, более 200 таких маленьких, но невероятно прекрасных, скрываются внутри палаца и вот этих каза, в одной из которых мы живем. Вот эта маленькая лесенка, которая и ведет в нашу крошечную, но такую прекрасную квартиру, и вот он сад. Ну, если вдруг вы соберетесь в Венецию, или, может быть, вы были в Венеции, тогда наверняка вы подтвердите наше предположение, потому что, конечно, подготовка к этой поездке лично у меня была длиной во всю оставшуюся, точнее не оставшуюся, а предыдущую жизнь. И, конечно, в Венецию нужно ехать не в сезон, нужно ехать осенью. В декабре, в январе можно попасть на очень плохую погоду, но меня, например, это бы никогда не остановило, потому что, собираясь сюда, я подумала, что 3 дня, и это будет моя встреча с Венецией, это будет вполне достаточно. Сейчас я понимаю, что я бы, конечно, очень хотела вернуться сюда еще один раз. Видите, здесь небольшая такая терраса, и здесь, на этой террасе, все, кто живет, могут позавтракать, пообедать и поужинать. Видите, я вот здесь так пристроюсь к этой пальме, чтобы было видно, какой вид на Гранд-канал отсюда открывается. В Венеции нужно очень заранее искать жилье. То есть, если вы планируете поездку, начинайте смотреть за полгода. Здесь огромное количество квартирок, гостевых домов, шикарных гостиниц. И все это бронируется очень и очень заранее. Поэтому вот из того, что было возможно найти, была вот только эта квартирка, да, которая, еще раз повторю, устраивала нас. Нам нужно было 2 комнаты и по деньгам. И оказалось, что это, наверное, лучшее, что бы мы могли выбрать. Мы дадим ссылку. Ну, вдруг, я вот тоже никогда не думала, что я все-таки окажусь в Венеции, и вдруг это получилось. И с этой стороны виден маленький канал. Здесь очень здорово заплывают туда гондольеры, туристы еще спят, поэтому гондол нет. Вот как раз едет тот самый Вапоретто, на котором мы путешествовали. И вот прямо за углом, буквально 50 метров, остановка этого трамвайчика. То есть место совершенно идеальное. Ты вышел из дома, мы сейчас с вами выйдем вместе и сядем на этот... Нет, мы сначала пойдем пешком, но мы прокатимся на трамвае, может быть, небольшие фрагменты мы вам тоже покажем, но остановку в любом случае. Ну, вот такое удивительное место. Если вы еще не устали, пойдемте прогуляемся до рынка. Мы, кстати, должны будем переправиться на противоположную сторону канала, на гондоле. Мы надеемся, что она сегодня работает. Сегодня особый день, нам везет. Сегодня венецианский марафон. И часть площадей, хотя площадей здесь нет понимания площади, площади называются Кампо. И почему, я расскажу вам чуть попозже, но в любом случае мы надеемся с вами прогуляться и показать окрестности этого удивительного дворца, ну или Каза. Вот смотрите, какая здесь невероятная дверная ручка, здесь тоже маленькое сердечко. Никак не устану я умиляться этой подробности. Вот те сердца, которые мы показали вам внутри, они, соответственно, продолжаются здесь. Вот я была в нескольких уже здесь антикварных магазинах. Конечно, моя мечта была купить вот такую дверную ручку с мордой льва венецианского. Но стоит они каких-то космических денег. 200 евро стоит вот такая, иногда даже 250, такая бронзовая ручка. Вот мы на перекрестке дорог, улица туда, улица сюда. Туристы, они явно заблудились, там тупик, улица сюда и улица в эту сторону. Вот он наш дворец, ведь это же ни разу не преувеличение, это действительно дворец. Очень интересно устроены дверные замки, не замки, звонки. Да? Этот уже не действует, нужно так вот повернуть, ты знаешь, здесь живут Ивановы, тут Петровы, тут Сидоровы. Тут у нас, кстати, живет некий Николаев, мы с ним не встретились, но он здесь проживает. И вот эта высоченная стена с правой стороны, это как раз стена нашего дворца.
Ничего, что я все время повторю слово «дворец», не могу удержаться. Вот они, венецианские львы. Этот, конечно, попроще. Ой, там кто-то есть. Он ни разу не бронзовый, но совершенно замечательный. Вот обратите внимание, какова улица. Да? То есть я даже не могу широко расставить руки. И мы, конечно, смотрели внимательно фильм небезызвестный про путешествие 4 гениев русской культуры в Рим, во Флоренцию, в Венецию. И в Венеции Нарштейн очень здорово, он идет по этим узким улицам и говорит, очень хорошо пьяным возвращаться, да, никак не упадешь. Еще один выход к каналу. Здесь такая тупиковая улица, можно выйти и посмотреть на большую воду. Но это максимально узкая улица, и в принципе жить здесь невозможно, да, то есть не проветривается, солнце не попадает, поэтому очень многие первые этажи здесь заброшены, и это очень хорошо видно. А какие-то жилые, вот эта жилая дверь вполне себе, видите, какая сложная нумерация квартир, вон какие-то не знаю что, бонжорно, да, Петро Гранде, великий Петр I вообще практически проживает, остатки прежней роскоши. Очень мне нравятся некоторые окна, чтобы туристы, ну, такие как мы, интересующиеся, не заглядывали внутрь, растут цветочки. Ручки, и если да, вот это реставрируется дверь, смотрите, здесь явно идет ремонт, так можно раз и постучать чьим-то кулаком. Это тоже можно купить в антикварном магазине, но там, еще раз повторю, бронза, и все это очень дорого. Вот маленький дворик, какой-то школьник забежал, бросил сумку, а может быть это чья-то сумка после рынка, потому что она на колесиках. Очень много почтовых ящиков. Смотрите, здесь прям такая оставшаяся значительная решетка и ручка необыкновенной красоты. Фонари, и мы слышим речь. Где-то там наверху, на уровне 2-3 этажа, да, продолжается жизнь. Очень много, давай здесь пойдем, очень много окон. Ой, посмотри, Марусь, обернись сюда. Да, вот это называется для писем и газет действующие почтовые ящики. Ну, вот какая-то там, не знаю, сеньора. И эта улочка, ой, а там клетка, да, для певчих птиц. Этот район, где мы живем, он называется Канареджо. Канареджо, здесь рос тростник. Как мы прочитали в путеводителе, смотри, какие шумные, прекрасные итальянки перед нами идут. Местные девушки. Мы только что вам анонсировали, что итальянки ни разу не шумные, а вот эти вот прям кричат максимально громко. Итак, этот район считается не привлекательным для туристов. Мы, собственно, поэтому его и выбрали, потому что мы выйдем на туристическую тропу, которая пролегает сейчас по засыпанному каналу, и вы увидите, какое невероятное совершенно количество людей проживает, точнее, не людей, а туристов, и делает Венецию совершенно невыносимой для человека, который ищет уединение. Так вот, этот район во всех путеводителях значится как непривлекательный для туристов. Ну а мы решили, что вряд ли в нашей жизни может быть что-то более привлекательное. Мы идем, конечно, обращая внимание на разные столбики. И вот, например, можно было бы подумать, что это какая-то колесоотбойная тумба, но мы видим Спасителя и дату. Видимо, какое-то событие важное здесь происходит. Не знаю я толком, но в любом случае вот таких разных маленьких штучек здесь очень много. Смотрите, почти проспект, по понятиям венецианцев, очень широкая улица. Почему здесь сейчас много людей? Снова эта улица немедленно опустеет. Чудный лабрадор идет. Лабрадоров здесь, кстати, очень много, и они маловоспитанные, они громко гавкают, вот, но очень дружелюбные. Почему мало привлекательно для туристов? Потому что остров Канареджо один из бесчисленного количества островов. Он находится несколько в некотором отдалении от туристических троп. И почему именно сейчас так много народу? Потому что как раз приехал этот вид городского транспорта, трамвайчик или автобус. Почти идет мой тишунчик, маленькая собачка.
Вот. И видите, сейчас эта площадь моментально опустеет. Удивительным образом собак в Венеции очень много. Непонятно совершенно, где они гуляют и каким образом вообще щиплют травку. Если пойти туда вдаль, то мы как раз дойдем до пристани. Давай выйдем, покажем этот трамвайчик, и заодно один из невероятных дворцов. Он называется турецким. Естественно, его построили не турецкие завоеватели, но некоторое время он использовался именно османскими, турецкими купцами. И здесь во всех путеводителях и во всех справочниках проходит как турецкое такое подворье. Вот он прямо перед нами. Сейчас этот турецкий культурный центр, назовем его так, занимает музей естественной истории. Видите, какое-то происшествие на канале или что-то такое, мчится скорая помощь. Удивительным образом врачи передвигаются точно так же по каналам. Но еще раз повторю, сегодня день грандиозного венецианского марафона, поэтому, ну, в общем, наверное, какие-то происшествия возможны. И вот отсюда, вот она пристань, от которой отходит, это фактически остановка общественного транспорта. И с левой стороны такое старинное венецианское здание, тоже дворец, и там на вершине лев. Вот что вы думаете, это такое с левой стороны от турецкого подворья? Можно тоже подумать что-то значительное, а это зернохранилище. Да, вот таким образом оно здесь украшено фигурой льва. Посмотрите, к сожалению, закрыта эта церковь. Мы надеялись, была такая небольшая надежда, что, может быть, в воскресный день будет открыта. Очень много в Венеции таких церквей. Видите, она не закончена. Сделана кирпичная кладка, и на эти кирпичи, на эти рельсы, на эти полозья потом должен цепляться драгоценный венецианский камень, который работает под мрамор. Здесь очень мало мрамора, потому что мрамор очень дорог, и он плохо выдерживает вот эту схватку с солью. Главный враг венецианских домов, венецианских особняков – это соль. Она очень часто проступает, ну и просто коррозирует здание. Еще один колодец. Мы с вами уже разобрались в этой истории. Я не вижу, да, вот этих вот штук, куда собирается дождевая вода. Но как раз перед церквями, а вот Маруся обнаружила, как раз перед церквями воду раздавали бесплатно. Вода очень дорога, и богатые венецианцы заказывают воду из других городов. Вот посмотрите, дворец, эти классические такие венецианские предготические окна и такие поперечные элементы, которые пронизывают здание. Да, это вот те же самые стяжки, которые мы видим, забыла, вдруг я вылетела у меня слово, которые мы видим на московских храмах XVII века, на палатах. Они собирают дома, они их скрепляют, потому что, еще раз повторю, то, от чего невозможно отделаться, и то, с чем ты проживаешь свои драгоценные дни в Венеции, город стоит на сваях, которые пронизывают эти болотные почвы почти на 6 метров. Вот он, главный венецианский звук. Нам не встретилась почтенная сеньора с тележкой, но их здесь невероятное совершенно количество. Но вот молодой человек тащит какой-то предмет, и вот эти вот, да, звук телеги об эту плитку невероятно совершенно хорош. Хотела вам показать один из, не знаю, мне кажется, они мостики не считали, но считали островов 118 штук и около 40 частных мостов. Можете себе представить, вот это общественный, знаете, какой он сложной формы, потому что уже всего здесь понастроили, и пришлось сделать его такой необычный зигзаг. Ну и вот он, символ Венеции, вот он, венецианский флаг, вот он, крылатый венецианский лев, Марк Евангелист, вот он
открытое Евангелие, мир тебе и покой. И здесь не просто так 6 полосочек, это 6 районов Венеции. Ну и еще с Византийской империи пурпурный цвет, красный цвет, это цвет власти, это цвет богатства, цвет роскоши, и это один из самых таких важных цветов Венеции как преемницы Византийской империи. Мы сейчас пойдем на мостик, но на одну секунду заглянем в этот двор, поскольку мы сказали, что нет никаких садов, почти нет, но здесь удивительным образом образовалось вот это самое кампо, пустое место. И посмотрите, ощущение какой-то совершеннейшей сказки. Там стоят с той стороны горшки, в которых растут разные капризные, теплолюбивые растения. Видите, я не знаю, почему здесь открыто, обычно такие дворики все закрыты. Двери, опять те же самые львы, сушится белье. Представляете, где вы живете, и вы даете вот такой адрес. Вот с той стороны, если сейчас мы обойдем, но мы даже туда не пойдем, а подойдем с этой стороны, здесь тоже современные звонки, которые поставлены на вот эти старинные ниши, ну это как минимум 19 век. В более старинных домах мы видим чугунную морду льва, ну а здесь вот такой звоночек, ну и фамилия счастливого обладателя вот дома с видом на такое кампо венецианское. Ну, нет слов, правда? Ну, и вот тебе постельное белье постирали. Мне кажется, оно высохнет через 2 недели. Здесь вообще все очень-очень плохо сохнет. Ну, а мы сейчас пойдем через мостик. Каждый из Венецианских островов – это целый мир. На каждом острове есть своя аптека, есть своя булочная, есть свои ремесленники. Поэтому, перебираясь с острова на остров, ты оказываешься в каком-то некоем замкнутом мире. Это очень смешно, да, когда один остров начинает соревноваться с другим. Этот остров более шумный, крошечный остров, меньше любого московского переулка или улицы. Здесь опять Марк Евангелист, выход на большой канал. И что действительно, на что обращаешь внимание, это балкончики. Смотрите, как хороший этот балкон. И сидит лев. Он совершенно особенный. Если московские львы, да, они такие загадочные, они больше похожи на людей, то венецианские львы скорее похожи на грифонов, скорее похожи на какие-то сказочные неведомые существа, и только грива сразу рассказывает нам, что это не что-то, да, такое библейское, а это лев, символ этого города. Ну, как представить себе жизнь человека, да, что его дверь, что его парадный вход, ну, естественно, есть вход из суши, да, ведет вот сюда на канал. Цвет канала совершенно особенный. Вода в каналах меняется 2 раза в сутки. То есть эта вода Адриатического моря вымывает все то, что приносит сюда человек, и вода освежается, вода меняется. Летом есть проблема, когда очень жарко, появляются какие-то особые водоросли, и вода зацветает. Но совершенно этого нет, начиная с осени. Да, вон какой-то чудесный венецианский пенсионер развешивает белые, не только развешивает, а мы понимаем эту сложную систему, да, вот эти вот веревочки, которые ходят по кругу. Ну, не знаю, у нас плохой опыт с сушкой белья, мы кое-что постирали, и вот 2-й день это остается совершенно мокрым. Ну что, мы пойдем по одной из узких улиц и выйдем к одному из дворцов. В этом дворце жил композитор Вагнер, но сейчас там находится одно из 3 казино Италии.
Вообще Венеция и Италия была городом казино. Казино было огромное количество, около 200 только в одной Венеции. И горные дома, вообще история кулачных боев, история разрешения споров, да, вот это все прообразы, это все то, из чего вырастает история итальянских казино. И вот он, невероятный дом, он очень красив и необыкновенно смотрится с Гранд-канала. Видите, казино муниципаль, муниципальное казино, и мемориальная табличка, про которую я вам сказала, что в этом доме жил и умер великий композитор Вагнер. Сейчас это работает как казино, туда можно прийти, но нужно соблюдать соответствующий дресс-код, и можно пообедать, например, в ресторане. Но у нас были такие мысли проникнуть в казино, хотя бы посмотреть одним глазом, не столько, да, на игру, сколько на сам дворец, но, видимо, это останется у нас на следующий приезд, ведь нужно же о чем-то мечтать. А здесь у нас мечт накопилось уже в списке несколько десятков. Идем на центральную торговую улицу, которая, как я понимаю, была каналом, и очень многие каналы засыпают австрийцы. Они люди практичные, им вот это вот, да, причаливание на гондоле к собственному дому, все это им чуждо, город должен быть удобен. И австрийцы за сколько-то, они около 60 лет, я могу быть не точна здесь в цифрах, я ни разу не специалист по истории Венеции, все, что я вам рассказываю, это из каких-то прошлых моих чтений и каких-то общих вещей. На что я хотела обратить ваше внимание, довольно много здесь буккроссингов. Этот обыкновенный, да, ну ничего такого здесь симпатичного нет. Но вот, например, если бы я вам могла рассказать, ну это, наверное, что-то такое мексиканское, судя по людям, которые стоят. Вот, например, есть даже какой-то альбомчик, какой-то на религиозную тему. Ну, если у вас есть какие-то книжки, да, которые вы уже прочитали, но которые могут быть интересны венецианским прохожим, боже, даже не знаю, что это такое, что-то я достала. Даже не знаю тоже, что это. Ладно, на всякий случай не будем радовать вас этими картинками. Вот, такие буккроссинги берите. Посмотрите, какой красивый почтовый ящик. Так вот, наверное, надо перевернуть сердечко. Вот. Ну и вообще, конечно, вот эти вот двери, это что-то невозможное. Очень многие, да, вот эти те самые скобы, да, если вдруг где-то видим там наверху трещины или что-то, вот, и очень многие оставляют свои фасады, особенно первых этажей, не заштукатуренными. Видите, здесь нет штукатурки, например, напротив штукатурка есть. И вот сравните, что вам нравится больше. И вот отсюда, наверное, можно уже снять вид на казино, и, ну, опять это венецианский знаменитый флаг. Ну вот 2 минуты, и из тишины переулков этого непопулярного у туристов района Канареджа мы выйдем в толпу разноголосую, совершенно разнохарактерную туристов. Удивительно, что в наши не самые простые времена очень много русских. И мы здесь шли, и это совершенно никакая не придумка, нас было 3, нам встретилась такая пожилая дама из Венеции, из Донецка. Она остановилась и говорит: ну что, нравится вам? Мы говорим: да, мы первый день. Она говорит: слушайте, здесь все одинаковое, здесь невозможно жить. Я вот сейчас еще погуляю и уезжаю из этой Венеции хмуро, мрачно, дорого и так далее. Вот мы были совершенно поражены, что этот город может вызывать и такие чувства. Но если вы долго походите, я, например, сейчас вот встану здесь, походите или постоите на этой центральной улице, вы тоже поймете, да, что Венеция не ваш город, что вам хочется углубиться в какие-то более тихие районы.
Что здесь на центральной улице? Это магазины. Удивительным образом венецианцы не избежали вот этого множества китайских товаров. Это, конечно, непонятно, как здесь нет ни магнитов, ни каких-то дурацких сувениров, которые ты находишь во всех других городах. Все-таки главный из венецианских сувениров – это венецианское стекло. Здесь много таких магазинов. Вот наш любимый, поскольку сегодня воскресенье, он откроется еще через пару часов. И вторая особенность Венеции, то, без чего отсюда уехать нельзя, это мороженое. Мороженое практически в каждом доме. Мороженое и такое, и сякое, и 25-е, и где-то красивые выкладывают розочки, где-то кладут в красивые бокалы, а где-то в неприглядный стаканчик. И вот такое самое вкусное в Венеции мороженое мы пробовали на набережной Неисцелимых. Мы уже гуляли по району Дорса-Дура, район, который воспел Иосиф Бродский. Вот. А мы сейчас с вами пойдем по этой центральной улице. У нас есть определенная цель. Мы хотим показать вам одну из самых старинных в Венеции аптек. И вот по этой череде мостов, по бывшему каналу мы как раз постепенно туда и дойдем. В этом невероятном здании находится аптека 17 века. Причем она соседствует с обычной аптекой, где можно купить что-то такое, что нужно венецианцу или путешественнику, а внутри сохранились интерьеры аптеки 17 века. Но вот, к сожалению, зайти внутрь мы не можем, там сейчас закрыто, а мы хотели предложить вам понюхать. Жалко, что через камеру нельзя понюхать старинные духи, но увидеть прилавок старинной венецианской аптеки, не знаю, что здесь осталось от 17 века, но видите, такой шкафчик, за которым стояли пузырьки, и с левой стороны он тоже как торжественная такая дверь, бело-голубые баночки, в которые были насыпаны толченые зубы дракона и всякие снадобья, потому что, конечно, аптека 17 века – это совершенно такое особое, сказочное действо. Сохранился невероятный потолок, видите, он здесь балками и тоже расписан. Ну, светильники не выдержали схватку со временем, но они очень подходят по стилю. Вот такая удивительная аптека, где пахнет дорогими духами. Это действительно очень известная на всю Венецию фирма. Не могу вам сказать ее название, потому что не могу дотянуться до духов, но мы просто вчера заходили сюда и даже присмотрели себе духи. Ведь нужно привезти обязательно из Венеции крылатого льва, с которым мы так и не встретились, и какой-то аромат. Ну, а с этой стороны, еще раз повторю, самая обычная аптека, витамины и так далее. Уже ничего здесь не напоминает, кроме вот такой вот сохранившейся старинной балки. За моей спиной сидит классический венецианский гондольер. Он пристроился в таком нетуристическом месте. Обычно они в таких полосатых тельняшках, но наш герой в тельняшке розового цвета. Обычно это широкополая из тонкой соломки шляпка и завязанный платок. Здесь совершенно строгие тарифы. Видите, гондола сервис, на всех языках понятно. Полчаса катания на гондоле стоит 90 евро. На самом деле мы сюда пришли не только познакомить вас с венецианскими гондольерами, а стать гондольером очень сложно. Это такая целая, это клан. Это передается по наследству, возможность стать гондольером. Тут была интереснейшая история, когда женщина поменяла имя на мужское, чтобы стать гондольером. В общем, это целые такие апокрифы, многотомные, связанные с гондолами и гондольерами. Мы же пришли вам показать один из самых узких венецианских дворцов. Да, это такое маленькое палаццо, маленький дворец. Волны бьются о его ступени. Здесь решетка, она опускается в воду. Поднявшись по ступеням, попадаете в маленький дворик. И в центре этого двора значительная клумба. Мы с вами уже знаем, что это бывший колодец. Это дворец, конечно, собирал дождевую воду. Он очень интересен архитектурно.
хотя это классические венецианские окна, мы с вами их сегодня уже встречали, и на уровне второго этажа мы видим Марка Евангелиста, одна из самых таких интересных для рассматривания. В Венеции было запрещено строить башни. Это объяснялось требованиями безопасности. Представьте себе, как взять штурмом, да, вот этот огромный город, состоящий из каналов, мостов, мостиков. Для этого нужно было взобраться повыше, взобраться на башню, поэтому башен здесь нет. И вот этот дворец, он, да, притворяется башней, на самом деле таковой не является. И еще раз повторю, эти мостики бесконечные, которые мы здесь видим, это не только да, чисто практическая вещь, а это еще и невозможность Венеции пасть перед напором неприятеля. Попробуй разобраться в этой череде мостов и каналов, попробуй найти вход и выход. Именно, может быть, и поэтому Венеция долгое время остается благополучной и безопасной. Как вы думаете, выглядит венецианский торт? Что это такое? Мы вам можем рассказать. Вот он. Торта венециана, фисташио и просекко. И вот так выглядит, даже не знаем, что это, кекс, но слово просекко в рецептуре нас, конечно, очень-очень заинтересовало. Это, видимо, тот главный торт, у меня вылетают русские слова, да, которые пекут здесь. Это одна из небольших кондитерских, очень много разных цукатов, апельсиновых корочек, очень много конфет. Вот это марципаны, тоже традиционная итальянская, именно не только венецианская, но и итальянская история. Это мандарин. Казалось бы, что это финик, но это такой вот, как сказать, засушенный, засахаренный мандарин. И вот сейчас мы его попробуем. Это безе. И безе в Венеции огромное совершенно количество. Иногда даже поражают размеры этих безе. Они как такие целые джемалунгмы возвышаются на венецианских витринах. Вот это нам кажется традиционной такой итальянской кондитерской в туристическом районе. И мы сейчас сюда зайдем, и, естественно, кофе. И кроме этого здесь есть маленькие пирожные, маленькие трубочки, которые называются каноли. Вот они здесь с ванильным кремом и с лимонным кремом. Это вот то, что, на чем специализируется вообще Италия, разные виды каких-то совершенно непонятных, из чего состоящих пирожных. Но мы пришли сюда, чтобы попробовать одно из печений, и мне очень интересно попробовать этот самый засахаренный мандарин. Я вот не пью кофе, но готова вдыхать аромат этого кофе как духи или как какие-то ароматические масла. Маруся выбрала себе эспрессо. Обратите внимание, не то, что она его начала пить, нет, это вот столько налили. То есть итальянское эспрессо – это 15 капель чего-то даже не знаю чего. Так, давайте я поставлю сюда эспрессо. Это вот тот самый засахаренный мандарин, который называется клементин. И сейчас я его, пожалуй, как-то попробую попробовать. Ну, не знаю. Это очень вкусно. Простите, но это надо показать внутри. Это маленький, может быть, сицилийский мандаринчик, который, мне кажется, киевское варенье вот так выглядело, знаменитое, когда просто засахаривали фрукты. Но, по крайней мере, в этом варенье до революции, которое подавали Елисееву, продавали в Москве и в Петербурге, я очень много читала. Это невероятно вкусно. И вот это я привезу моим детям в подарок из Венеции. Есть ли в Венеции театры? Конечно, здесь миллион театров и концертных залов, но прямо рядом с нашим домом
один как раз и расположился. Мы радостно подошли к его фасаду. Фасад необыкновенно хорош, старинные фонари, колонны, театру. Италия написано. И мы зашли внутрь, ожидая встречу с прекрасным, ожидая встречу с театральными подмостками, сценой. Смотрите, какие ступени, полы. И вдруг, проходя через фантастические двери деревянные, лестница ведет на второй этаж, они ее блестяще совершенно подсвечивают. Видите, эта чугунная лестница отбрасывает тени. Здесь нас встречает кессонированный потолок, какие-то фигурки Путти резвятся. Да? И вот мы заходим и попадаем не в храм культуры, а в храм, заходи, Марусь, не стесняйся, а в храм, который предлагает нам современное общество потребления. Здесь расположен супермаркет, итальянский супермаркет, где, собственно, мы покупали продукты, потому что мы завтракали дома, как любые советские туристы. Мы, конечно, не взяли с собой кипятильник, гречневую кашу и так далее, но все-таки бюджет наш был, скажем так, ограничен, поэтому мы покупали продукты здесь, замечательно завтракали дома. Но мы пришли сюда не для того, чтобы провести вам экскурсию по итальянским колбасам и сырам, хотя это тоже не безинтересно, а для того, чтобы посмотреть, как театр может стать супермаркетом. Вот это балкон, а может быть на нем располагался оркестр. Смотрите, какой фантастический потолок. Вот он, центральный плафон потолка с правой стороны. И по такой верхняя часть, где мы видим тоже необыкновенные росписи, вполне себе как во дворце Дожи, я, конечно, шучу, и фрески разнохарактерные на стенах. Видите, вот такие большие плафоны, где-то они уже сохранились в плохом состоянии, но в любом случае они читаются. Вон явно Давид Микеланджело сразу над колбасами. Марусь, посмотри, какая фреска. Ну, а здесь, собственно, театральные подмостки. Какая-то благородная птица распростерла свои крылья. Здесь над кулинарией и бесконечными оливками мы видим театральный занавес, его кисти. И вот здесь, собственно, находилась театральная сцена. Посмотри, какие яркие сохранились фрески. Видимо, даже не знаю, почему они такие яркие, они повторяют занавес. Ну вот, так среди итальянских сыров, оливок, вяленых помидоров и прочей снегди мы оказались внутри то ли театра, то ли супермаркета. Ну, мы, слава богу, уже все сняли, когда нам закричали «no видео». Но мы, собственно, уже и уходим. Вот колодец, вы уже хорошо разбираетесь в малых архитектурных формах Венеции. И за моей спиной Гранд-канал. И мы с вами пойдем к такому маленькому причалу. Вот гондольер. Кстати, гондольеров можно выбирать по внешнему виду. Мне кажется, это самое правильное. И мы сейчас с вами не будем садиться в гондолу, потому что это все для туристов, мы с вами выяснили. А мы возьмем маленькую гондолу, которая перевезет нас на другую сторону. И у нас есть цель. Мы вам этот сюрприз не огласили, потому что мы не очень могли понять, сможем ли мы переправиться на ту сторону, поскольку сегодня день великого венецианского марафона. Наша цель – рыбный рынок на той стороне. Сейчас приедет гондола, вот он, паромщик. Хочется включить песню Аллы Борисовны Пугачевой. Вот она едет, гондола, два человека гребут. Сейчас он причалит прямо сюда, с этой стороны. Вот, выгрузит людей и погрузит нас. То есть это такое короткое приключение на гондоле, которое длиной, наверное, 5 минут, которое переправит нас с одной стороны канала на другую. Можно перейти пешком, а можно воспользоваться вот услугами гондольера. Стоит 2 евро с человека. Ой, ой!
ну все, мы поплыли на другую сторону. И очень интересно, у нас стоит здесь местный житель, вот он слева от меня. Венецианцы никогда не садятся на гондолах. Вот на таких это особый шик переправиться стоя. Вот он стоит, какой-нибудь преподаватель университета, у него белый свитер, на котором следы кофе, выпитых в этом семестре, и он упорно мог бы присесть, он совсем не молод, но он продолжает стоять как такой вот рыцарь. Это, еще раз повторю, очень короткий путь с одной стороны канала на другой. Можно воспользоваться мостом, но в ближайшей видимости нет ни одного моста. Но нас ждет пренеприятный сюрприз. Сегодня не работает рыбный рынок. Почему он не работает в воскресенье, это, конечно, совершенно не входило в наши планы. Нам казалось, что как раз в воскресенье он должен быть особенно многолюден. Вот, поэтому мы покажем вам лишь то место, где, собственно, куда, собственно, привозят рыбу каждый день. Рынок «Минутка», и рыба должна быть... Должна быть очень свежая, должна быть продана за 1 минуту. Ну вот мы выходим и сейчас заплатим за проезд. Но поскольку рыбный рынок сегодня не работает, мы зашли сюда, чтобы купить вот этот самый... купить вот этот мандарин, который, наверное, был засахарен в предыдущем кафе. Здесь традиционная, тоже итальянская, не знаю как, то, что добавляют в блюдо, это сушеные помидоры. И необыкновенной красоты можно ставить в вазу как букет. Это жгучие перцы. That's all. 1,60. Thank you. Can I 10 centos meal? Sorry? 10 cent? No, I don't have. Рубль 60 стоит. Евро 60, но я думаю, что это туристические цены. Вот, но мы хотим попробовать этот сицилийский мандарин. Грация миле. На гондоле мы переправились к знаменитому рыбному рынку. Субботу и воскресенье, и понедельник рынок не работает. И вот они, невозможные совершенно такие значительные морские рыбы, открывающие на меня свои огромные пасти. И здесь удивительная история. До 12 часов рынок, а в 12, видите, здесь такие специальные приспособления, здесь шлангом моют. И удивительно, ни малейшего запаха рыбы здесь нет. Видимо, проветривает вода с канала. Но я хотела вам напомнить, что Венецию обожает Эрнест Хемингуэй. И здесь он пишет свой венецианский роман «За рекой в тени деревьев». Но поскольку я большой поклонник Эрнеста Хемингуэя, я хотела вам прочитать кусочек. Он обожал рынки, он вообще обожал город, он, как и Бродский, старался вообще не попадать. Ну и в 50-е годы здесь не было, конечно, такого паломничества туристов, но в любом случае он выбирал места совершенно не туристические, и он несколько раз в этом романе обращается к описанию Венеции и в том числе рынков. Рынок сродни хорошему музею, вроде Прада или Академии, подумал полковник. Переулком он вышел в рыбные ряды. Здесь, прямо на осклизлых каменных плитах или в корзинах и ящиках с веревочными ручками лежали тяжелые зеленовато-серые омары с темно-кирпичным отливом, предвещавшим близкую смерть в кипятке. Всех их изловили предательским способом, подумал полковник. Вот и клешни, или им даже связали. Были здесь небольшие камбалы, несколько тунцов. Эти большеглазые рыбы морских глубин сохраняют достоинство даже в смерти. Они похожи на торпеды, подумал полковник. Их бы никогда не поймали, не будь они такими прожорливыми. Несчастные камбалы для этого живут на мелководье, чтобы
кормить человека, но эти блуждающие торпеды держатся в глубине синих вод и большими стаями странствуют по морям и океанам. Чего только не приходит в голову, подумал он, но посмотрим, что тут есть еще. Было здесь великое множество угрей еще живых, хоть они и потеряли всякую веру в свое первородство. Были здесь и сочные рачки, из которых готовят скампи, не знаю как, шипением жаря на остром вертеле. Были тут и небольшие креветки, серые, с молочным отливом. Они тоже ждали своей очереди, чтобы попасть в кипяток и обрести бессмертие. Их легкую скорлупку понесет отлив по большому каналу. Проворная креветка, чьи щупальцы длиннее усов того старого японского адмирала, приходит сюда, чтобы отдать нам свою жизнь, подумал полковник. О, христианнейшая креветка, мастер отступления, у тебя ведь такая прекрасная разведка, эти тоненькие антенны впереди. Почему они не донесли до тебя, как опасные огни и сети? Ну и так далее. Чудные хемингуэевские, очень длинные описания. Ну и, конечно, венецианский ветер и тоска венецианских каналов сквозь этот абсолютно великолепный роман, если вы любите эти бесконечные диалоги Хемингуэя, в которые ты проваливаешься и проживаешь с ним целую жизнь. Мне обязательно надо вернуться и пройти маршрутом Эрнеста Хемингуэя, но как я счастлива, что у нас есть возможность прочитать этот фрагмент на венецианском рыбном рынке. Рынок Меркато доля что-то такое а-ля Минуто, да, то есть никакой рыбы второй свежести. Смотри, какой чудный венецианец с тросточкой и в кепке. Вряд ли он турист, хотя сейчас люди любого... Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Нас узнали в Венеции, Марусик. Хотя туристы разного возраста путешествуют, но этот как-то особенно прекрасен в любом случае. Да, а мы же шли посмотреть мемориальную табличку, точнее, почему мемориальную, просто табличку, которая здесь на рынке, и это размер рыб, которые допускаются к продаже. Например, сардинка не должна быть длиннее 7 сантиметров, да, еще какая-то рыбка 12, бисата и так далее. К сожалению, я не знаю итальянского языка, если бы у меня была еще одна жизнь, я бы точно совершенно его выучила. Вот эта табличка мер длины рыбы, которая здесь вылавливает. Смотри, одинокая, совершенно разочарованная чайка. Как такое может быть? А это вот, кстати, марафонцы с левой стороны, Марусь. Вот они уже получили свои медали, и, слава богу, город оживает. Напомню, что он сегодня был весь перекрыт благодаря этим марафонцам. Разочарованная чайка не может понять, она щелкает своим клювом и совершенно не понимает, что произошло. Здесь же обычно так много еды, а вторая вот тоже возмущенно ей вторит. Мы идем по чистейшему рынку, и мы повернем сейчас на Риальто. Риальто – высокий мост, и с левой стороны будет Венецианская не площадь. Мы с вами уже поняли, что площадей здесь нет, а есть лишь Кампо, которые воспоминания о тех полях, которые были среди этих болот, и которые увидели первые переселенцы. И вот на такую площадь Риальто, где в том числе проводили свое время и торговлю ювелиры. Мне почему-то кажется, что главный герой Аль Пачино из фильма «Венецианский купец», его лавка точно совершенно должна была находиться на Риальто, и мы как раз туда сейчас с вами и свернем. И вот она, одна из самых сообразных и замечательных венецианских церквей. Вот она за моей спиной, церковь V века, она уцелела после большого пожара, и внутри этой церкви, она, к большому сожалению, сейчас закрыта, у нее замечательно совершенно бьют колокола, и там внутри похоронены венецианские ювелиры. А где же были лавки ювелиров? Естественно, внутри этого каре, и вот здесь на полу мы видим такие белые отметины.
здесь тоже стояли лавки ювелиров. Причем очень интересно, если вдруг кто-то из ювелиров ведет нечестную торговлю, то прямо отсюда, вот если направить туда камеру, там была тюрьма, туда, собственно, провинившихся и отправляли. Считается, что именно здесь, на этой площади, был осуществлен первый денежный перевод вообще в мире. И именно про эту площадь в фильме «Венецианский купец» спрашивает Аль Пачино, главный герой Аль Пачино, что нового на Риальто, да, про эту площадь. Почему он это спрашивает? Потому что здесь есть небольшая, малая архитектурная форма. Атлант поддерживает некую трибуну и столб. Если говорить совсем упрощенно, это наше лобное место. Именно сюда, взгромоздившись и приняв торжественный вид, оглашали важные указы и последние новости, которые должны были знать жители Венеции, не только венецианские купцы. Сейчас здесь огромное количество сувенирных лавок, и, к большому сожалению, закрыта лавка со специями. Но мы сейчас найдем по дороге, но именно лавки со специями здесь, в районе Риальто, были знамениты. И Венеция до того, как португальцы нашли новый, более краткий путь в Индию, была столицей специй. Богатство Венеции в том числе зиждется на баснословных ценах, которые держали венецианцы на пряности, прежде всего на черный перец. После того, как португальцы эту монополию разрушили, начинается упадок Венеции. We'll take 4 different cicchetti. One is You stay here, madam. no, You want to take a seat? outside. Okay. One like this. Мы зашли в одну из закусочных. Насколько мы понимаем, здесь находился некая контора, потому что на площади Риальто еще и страхуют корабли. И нам принесли вот такие маленькие закуски, они называются чикетти. Это традиционно, итальянцы здесь больше ничего не едят, и вокруг нас сидят шумные как раз итальянцы, и маленькие такие бутерброды. И удивительным образом главный напиток Венеции – это, конечно, апероль. Его подают вот с такой жирной оливкой внутри. Вот. А это кампари сода. Мы обратили внимание, что итальянцы, нисколько не смущаясь, начинают пить с самого утра, и многие просто берут какой-то аперитив и маленький вот этот бутерброд, и, собственно, все. Что едят в Венеции? Это, конечно, спагетти на каждом углу, едят пиццу. Ну вот, наверное, и все. А мы сейчас за ваше здоровье здесь, на берегу Гранд-канала, у площади Риальто, вот там за углом мост, мы сейчас тоже до него дойдем, выпьем за ваше здоровье и благополучие и спокойствие Венеции. Вот главные хищные воровки, мы сейчас пока сидели, видели, как вот эти нахалки воруют бутерброды у туристов. При нас американская пара, вот та самая из романов и рассказов Хемингуэя, напала на американского туриста, такого широкоплечего, и дама его испугалась, и пришлось, соответственно,
вот в кафе принести им новую порцию еды. Мы идем, здесь очень скользко, я волнуюсь за Марусю, чтобы она не свалилась в канал. За это, кстати, штрафуют. Вина за то, что ты падаешь на канал, на самих туристах. Вот она началась пробка из гондол и гондольеров. И прямо перед нами сейчас откроется вид на самый старинный мост в Венеции. Здесь самая узкая часть канала и была понтонная переправа, которая, естественно, миллион раз смывала, миллион раз она разрушалась, обрушивалась. Смотрите, как красиво. Ой, невозможно. Мы решили не плавать на гондоле, но сейчас у меня появились в этом некоторые сомнения. В общем, помимо нас есть еще и другие блогеры. Мы попробуем, даже не пойдем, не будем рисковать жизнью, попробуем остановиться с этой стороны. Не знаю, вот этот крупный мужчина, насколько нам позволит снять мост Риальто. Да, смотрите, как здесь, видите, все в этих самых водорослях. Вот он, мост Риальто. 12 век, первый мост, уже серьезная каменная конструкция, это 16 век, и сохранились его чертежи, и на мосту разрешают устраивать лавки, и поэтому мост сам себя содержал благодаря вот этой вот плате, которая взималась с торговцев, расположившихся на мосту Риальто. Ну вот, наконец-то, никаких туристов и вид на мост Риальто. И очень интересно, мы нашли описание русского путешественника Петра Алексеевича Толстого, который в конце 17 века пишет об этом мосте. В Венеции много зело мостов, каменных и деревянных, между которыми один каменный мост зело великий и широкий, который называют итальяне ареалтом. На этом мосту по обе стороны поделены лавки, в которых продают всякие мелочные товары. Затем мостом паки великие ряды, в которых продают суды серебряные и сукна. Под тот мост могут проходить великие суды с щеглами, без того, что тот мост зело велик, сделан на одном своде и работаю изрядную. Венской народ разделяется надвое, которые живут на той стороне сего памятного мосту Ариалту, где и костел соборный святого Марка. Те называются кастеляны, а которые живут за тем помяненным великим мостом, те называются николиоты. И временами и вражду тайную между собою имеют. И бывают между подлым народом у николиотов с каштелянами великие кулашные бои. На том помяненном великом мосту в тех кулашных боях бывает много и смертного убийства. Замечательный русский стиль 17 века, и русский путешественник как раз описывает нам этот мост Риальто.
Площадь Святого Марка и собор Святого Марка. Мы специально ехали не в сезон для того, чтобы не встретиться с этими огромными толпами туристов. Но в Венеции это абсолютно невозможно. И в декабре, и в июле вы здесь будете вынуждены блуждать в этом невероятном совершенно смешении языков, культур. Но мы предлагаем вам зайти в собор Святого Марка, который много раз перестраивался. Попробуем показать его вам изнутри. Нужно заранее, лучше за месяц, покупать электронный билет и сразу покупать на весь собор, для того, чтобы иметь возможность подняться на самый верх. Посмотрите, стоят античные византийские кони. Вот там можно пройтись, есть небольшой музей. Сейчас мы с вами все это увидим и зайдем в Санта-Санториум, в Святая Святых, в алтарную часть этого удивительного сооружения. Когда будете заходить, обратите внимание на мозаику слева, крайне слева. Это первый собор, который так напоминает храм Святой Софии в Константинополе. А с правой стороны, как раз мы здесь поближе остановились, это момент похищения, момент спасения, как скажут венецианские купцы, мощей Святого Марка из города Александрии. Как и Святая София в Константинополе, собор Святого Марка сплошь украшен мозаикой. И удивительно, что мозаичная мастерская, которая делала эти мозаики, существует до сих пор. Еще раз повторю, все здесь посвящено Святому Марку, и да, уже такая совершенно периода Возрождения мозаика прямо над входом, и событию, когда два венецианских купца в IX веке, спасая, похищают мощи из города Александрии. Но помимо мозаики, здесь есть и Ноев ковчег, здесь есть и мозаика, посвященная сотворению мира. Еще раз повторю, мозаики разновременные. Здесь невероятной совершенно красоты мозаичные полы. Хочу сказать, что они на меня произвели не меньшее впечатление.
Ну что, невозможно поверить, но мы с вами на террасе собора Святого Марка. Если вдруг вы окажетесь в Венеции, надо обязательно купить билет для того, чтобы подняться сюда и увидеть самых главных лошадей античности. То ли 2 век до нашей эры, то ли 2 век нашей эры с бронзой. Очень сложно заниматься атрибуцией. Все они как будто бы посечены этими прошедшими веками, но на самом деле это те насечки, которые помогали этой бронзе блистать в лучах света, когда они находились на ипподроме в Константинополе. Собор Святого Марка – это памятник в некотором смысле 4-му крестовому походу, это музей трофеев 4-го крестового похода. Выглядел храм, он напоминал Святую Софию Константинопольскую, и довольно много здесь внутри есть музей, довольно много первых изображений, когда собор Святого Марка только был построен. И они в значительной степени отличаются от тех куполов, которые мы можем видеть. Но это никак, вот эта разновременность никак не портит это удивительное сооружение, и мозаичные полы, и мозаика на стенах и в куполе, которые помнят и XI век, и XVII век, и каждая эпоха оставляет свои следы. И, конечно, удивительное вот это сочетание и все-таки Святого Марка собор больше похож на театральную пьесу. Он не был кафедральным собором долгое время, он был собором, который должен был произвести впечатление. Поэтому сейчас он настолько прекрасен, и даже мозаичные полы, которые, кажется, вот те самые волны Гранд-канала, которые сейчас за моей спиной, да, он немножко такой волнистый, потому что можете ли вы себе представить, эта конструкция стоит на деревянных сваях лиственницы, которые уходят в эти венецианские болота на 5-6 метров. Ну, нет слов, чтобы выразить восторг, конечно, который охватывает тебя, когда ты стоишь на этой террасе, за моей спиной лев, символ Венеции, и чуть правее от него символ Москвы. Мы видим Георгия Победоносца, который поражает змея. И, конечно, сейчас сама площадь Святого Марка, вот она с левую сторону от меня. Давай, слушай, какой-то все пошли обедать, видимо, поэтому мы, наверное, сможем переместиться. И это, конечно, современный Вавилон, невероятное количество языков, людей, все это смешано, и все это так удивительно нелепо по сравнению с главным, то, что венчает эту площадь, что хочется усесться в этом кафе, выпить апероль за 20 евро и послушать Адриано Челентано в исполнении шансонье, да, который без устали с утра до вечера этот репертуар тем, кто приезжает в Венецию, предлагают. За моей спиной башни. Мы видим с вами на самом верху, мы видим колокол и 2 мавров, молодой и пожилой, символ любой эпохи, молодость мира и старость этого мира, они соединяются, конечно, здесь, в том числе в этом очевидном символе, и раз в час ровно они ударяют по этому колоколу, подхватывает колокольня, и вообще в 12 часов бьют все колокола Венеции, превращая, да, вот это ожидание полдня в невероятный совершенно концерт. Сам собор – это не только, конечно, подношение Святому Марку, который сделал Венецию местом желанного паломничества. Сюда прибывают люди со всех сторон для того, чтобы поклониться его мощам, так удивительно спасенным. Это, конечно, колоссальное совершенно впечатление. Вот сейчас по Гранд-каналу мимо проплывает какой-то необыкновенной совершенно формы корабль. Да, то ли это какая-то гондола невероятных размеров, то ли просто уже какой-то летучий голландец. Все здесь зыбко, все здесь нереально, все здесь кажется придуманным. И главное мое впечатление от первого дня пребывания в этом городе, то, что Венеция существует.